Приветствую всех любителей турбореактивной тяги. Начал готовить бэху, друзья, к установке в нее турбореактивного двигателя. А именно начал удалять все лишнее, все горючее. Ну а также мы заодно немножечко облегчим этот аппарат. Я постараюсь потом измерить вес каждой этой вещи. Будем выкидывать, будем резать, будем удалять лишнее. Вот, например, можно взять и удалить вот эту резинку. Вот раз только. И уже на килограммчик как минимум стало легче. Хотя нет. Насколько-то легче точно стало. Итак, идем дальше. Все, как видите, довольно-таки легко разбирается. Удаляю ремни сейчас задние. Оставлю, думаю, переднее сиденье одно. Ну, может быть, второе я буду ставить периодически, если захочется кого-то прокатить. В общем, так идет процесс, ребят. Я думаю, все прям досконально не буду показывать. Ну, а что интересное, покажу. То есть пока все выкидываю. И на кучу. Здесь я уже, кстати, начал измерять, сколько нужно веса, чтобы стронуть ее с места. Здесь, правда, она в бугорке стоит. Я уже, в принципе, прикидку сделал. Уже знаю ориентировочно. Но вам пока что, друзья, пока что не поведаю эту тайну. Пока что все в секрете. Весит оно 18 килограмм. Запишем в блокнотик. Все позаписываю, сколько что весит. Чтобы потом можно было посчитать, сколько было. Заднее кресло уже давно стоит вот здесь. Две половины весят 14 килограмм. Вечер прошел не зря. Пришло время посмотреть на результаты. В багажнике все выглядит вот так. Кстати, сюда четенько, мне кажется, станет реактивный двигатель. И его не будет видно. Здесь я поубирал все, что можно. Убрал обшивки дверей. Оставил только водительскую. Панель не убирал, друзья. Ну, мне кажется, если я уберу, совсем убого все будет здесь выглядеть. Здесь нужно что-то делать. Нужно керхером вымывать, похоже, все. Очень много пыли. Очень много вот такой шумоизоляции. Она кое-где очень твердая. И она же очень тяжелая. Она даже тяжелее металла, скорее всего. Потому что металл тонкий, а она где-то 3 миллиметра. Убрал даже ограничители с дверей. Кстати, с дверями еще не все закончено. Все еще продолжится. Друзья, хочу заменить стекла на более легкие. В идеале останется только лобовое стекло. Нормальное. Ну, просто в него должно быть хорошо все видно. А боковые и задние хочется заменить. Даже немножко подубрался под капотом. Убрал лишние провода. Что-то здесь очень много было всяких проводов лишних. Видно, ребята мутили жесткую музыку. На вот таких проводах. Ну, короче, убрал я это все дело. Ну, вот можете заметить. Короче, вот этот провод. Да хотя, конечно, кто его знает. Наверное, нельзя убирать. А может и можно. В общем, вот так здесь все сделано. Но это все потом. Тут одним днем, конечно, не обойдешься. Нужно двигаться дальше. Ну, а сейчас, ребят, давайте замерим. И посмотрим, сколько же весит эта куча. Я пока что записал седлухи. Для начала покидаю мелочевочку. Все, друзья, мешок полный, давайте его измерим. 11 килограмм. Что-то маловато как-то. У многих возникает скепсис, потянет ли реактивный двигатель бэху. Могу сказать одно. На прямой он по-любому потянет. Вот если здесь пробовать. Здесь не так все просто. Если подразогнать, она будет ехать. Ну а так здесь есть гигантские ямы. Что сюда мало вошло. Здесь 5,5 килограмм. Одна резинка весит 900 грамм. Короче, 4 резинки по 900, одна 650. Ковролин не весь удалял, но он вроде бы легкий. Это с багажника. 3 килограмма. Ну и обив 2,2 килограмма. И задние по 1,6 килограмм. Ну что, ребят, посчитаем, сколько все в сумме. Вот он, блокнот. Получается, за день удалось уменьшить на 71,2 килограмма. Довольно-таки неплохой результат. Далее мы продолжим уменьшать, потому что, естественно, этот результат меня не устраивает.
Хочется прокатиться, ребят, посмотреть, что получилось. Легче. Все-таки аппарат стал полегче, наверное, будет лучше ехать. Плюс я еще коробку с него выгрузил и много еще чего. Звук, конечно, усилился здесь. Ну да ладно. Думаю, справимся. По-моему, валит аппарат. Что-то мне подсказывает, что она все свои паспортные выдает теперь. Стало полегче. Мощность, конечно, поменьше, но валит она жестко. Я, ребят, впечатлен, как оно так поехало. Раньше, я вас уверяю, такого не было. Итак, ребята, облегчение BMW день второй. Думаю, начать с вынимания стекла заднего. Все, уже взвесил. Стекло с резинкой весит 8,5 килограмм. Само стекло вот 6,8 отпечаталось. Вот. Вместо него хочу поставить из поликарбоната. Аппетит приходит во время еды, и в связи с этим все-таки решил убирать ковры. Они здесь довольно-таки тяжелые, мне кажется. Да, под низом не очень красивая картина, но что делать? Воздуховоды. Будем все убирать, ребят. Все должно быть убрано. Вот эта штука весит килограмма 3. Пропитана водой. Конечно, старую машину тюнинговать — это то еще удовольствие. Все разваливается, разлазится. Отшкребаю шумку. В принципе, неплохо идет. А весит она очень много. Не знаю, что делать с этой задней стенкой. Хотелось бы как-то с нее снять металл. Ну, хотя бы для того, чтобы сделать отверстие для турбины. Потому что хочется наблюдать за ней, как она там работает, родимая. Поэтому вот здесь вот где-то нужно будет сделать отверстие. Ну, так, чтобы жесткость кузова не пострадала. С задней полки все уже отодрал. Здесь шумка раза в 3 толще была. Здесь тоже ободрал вот эту гадость. Нужно будет с этой стороны еще сделать. В общем, в принципе, не так страшно. Берешь и делаешь. Сразу всегда все кажется очень страшно, очень нереально. Но в процессе работы все начинает становиться на свои места. Идет неплохо, это радует. Обязательно нужно все взвесить.
Лючок. Конечно, тяжело дается выпиливание, еще потом заусенцы надо как-то будет снимать. Но лючок этот нужен. Так, что дальше? Что дальше? Пришло время сделать это. То самое круглое отверстие. Ой, какое маленькое отверстие. Как выхлопнуха на турбовом авто. Интересно, там такая же реактивная струя? Или попроще? Вот оно отверстие, через которое будет выходить реактивная струя. Сейчас взвешу все, что наоблегчал, а потом будем примерять двигатель. Получается 24 килограмма. Там еще пару килограмм вернется, потому что стекло тоже что-то будет весить из поликарбоната. Но это мы потом прибавим. Получается, всего облегчил BMW за 2 дня на 96 килограмм. Но это еще не предел, ребят. Я все-таки хочу как-то облегчить двери. Пока еще не понял, как это сделать. Ну, это нужно обязательно. Опять же, те же стекла поменять на пластмассовые. Вот. Ну и хотелось бы вырезать все. Вот это оставить одну корку. Одну наружную поверхность. Ну, это мы еще посмотрим. Может быть, придется наоборот обшивки ставить назад. Потому что, ну, слишком страшно все это выглядит. Примерно так будет выглядеть движок, установленный в багажнике. У меня на этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Поддержите лайком. Всех благодарю за внимание и всем пока.